Все мы знакомы с глубокомысленным выражением о том, что истинный родитель – это не тот, кто дал жизнь, а тот, кто воспитал. Я полностью согласен с этой мудрой мыслью, ведь именно забота, внимание и безусловная любовь придают смысл созданию настоящей семьи. Лет назад в небольшой, но яркой американской деревне, среди цветущих лугов и высоких деревьев, женщина по имени Ингеборг Макинтош была полна надежд и решимости стать матерью. Она мечтала о ребенке, о том, как однажды сможет держать его за руку и видеть, как он растет и развивается. Однако путь к усыновлению оказался долгим, непростым и тернистым. Младенец по имени Джордан оказался в приюте, и Ингеборг в течение 4 долгих лет боролась, сражаясь за его право стать ее сыном. Она писала письма, посещала комитеты и говорила о своей мечте всем, кто был готов слушать. По условиям биологической матери мальчика, ребенок должен был попасть в смешанную или афроамериканскую семью. И когда такие семьи не нашлись, Джордана, наконец, доверили Ингеборг. Этот долгожданный момент стал настоящей судьбоносной встречей. С первого мгновения, когда Ингеборг взяла его на руки, она поняла, он предназначен для нее, как будто Вселенная сама свела их вместе. В этот миг они оба обрели друг друга, и их души переплелись в едином ритме. Их уникальная связь, основанная на любви, поддержке и бесконечном понимании, крепла день за днем. Это была связь, в которой была не только забота, но и уважение, радость и доверие. 20 лет спустя, когда все казалось стабильным и мирным в их жизни, судьба решила приготовить Ингеборг новое, тяжелое испытание. У нее диагностировали поликистоз почек, и необходима была срочная операция по трансплантации. Это известие стало громом среди ясного неба, и тревога закралась в сердца обоих. Когда Джордан узнал о болезни матери, он без колебаний и раздумий решил стать ее донором. В его глазах сияло беспокойство, но вместе с тем и решимость помочь той, кто всю свою жизнь любила и заботилась о нем. Он прошел все необходимые анализы, а когда убедился в своей совместимости, гордо и уверенно согласился на операцию. В разговоре с матерью перед процедурой Джордан, полагаясь на свою любовь и преданность, сказал: «Это самый малый долг, который я могу отдать за всю ту заботу, что ты мне дала». Эти слова тронули Ингеборг до глубины души. Она немного беспокоилась, но, увидев уверенность, чистоту и силу в его глазах, решила поддержать его выбор, понимая, что это действительно взаимная любовь. Операция прошла успешно, и вскоре мать и сын вновь смогли насладиться совместными моментами, воспоминаниями и радостью. Долгожданный день объединения был полон тепла, и Ингеборг гордилась своим сыном, отмечая каждый его шаг к взрослению и самостоятельности. Она не уставала повторять, что он – лучшее, что когда-либо с ней случалось, и эта любовь, обретенная после стольких испытаний, была особенно драгоценной. Она всегда считала, что материнство – это не просто биология, а глубокая связь, формируемая через опыт, любовь и поддержку. Их отношения были наполнены моментами радости, разнообразием счастливых воспоминаний и поддержкой друг друга в трудные времена. Ингеборг вспоминала, как каждый раз, когда Джордан подрастал, он приносил в ее жизнь свет и счастье, а его забота о ней только углубляла эти чувства. Они вместе смеялись и плакали, и каждое мгновение, проведенное наедине, становилось частью их душевной истории. Теперь, когда они прошли через такое важное испытание вместе, их связь стала лишь крепче. Она окрепла, как сталь, закаленная жаром, и они оба ощутили, как сильнее стали и как углубилось их взаимопонимание. Они понимали, что в их жизни есть нечто большее, чем просто отношения матери и сына. Это настоящая дружба, основанная на теплоте, доверии и взаимопомощи. Взглянув назад и проанализировав все переживания,
Они оба пришли к осознанию, что их связь превышает привычное представление о родственных узах. Сегодня, спустя все испытания и преодоленные трудности, они оба понимают, что связь между ними гораздо больше, чем просто отношения матери и сына. Это глубочайшая и искренняя история о жертвенности, преданности и истинной любви, которая превосходит все границы. Эта история Ингеборг и Джордана — это запоминающаяся грань человеческих отношений в их самых прекрасных и трудных проявлениях. Ингеборг может с уверенностью сказать, что иногда именно вторая семья становится самой настоящей. Она стала свидетельницей того, как любовь и понимание могут изменять жизни, становясь не просто механизмом выживания, а источником силы и вдохновения. Ведь для Ингеборг и Джордана нет ничего важнее, чем зная, что они друг у друга есть, и что даже в самых трудных ситуациях они могут рассчитывать друг на друга. Важно помнить, что истинная семья — это не только кровь, но и те, кто стоит рядом, поддерживает, любит, заботится и вместе преодолевает любые преграды, благодаря чему жизни становятся ярче и лучше, даже когда ветер бушует.